Бескотниковская железнодорожная ветка с начала прошлого века служила связной линией между станцией Бескудникова Савеловского направления и станцией Лосино-Островская Ярославского направления и имела 4 промежуточные станции: Дзержинская, Институт пути, Отрадная и Слободка. Ветка прослужила до 1987 года, а затем была практически полностью разобрана за ненадобностью. Но на протяжении всего времени ветка не пользовалась особым спросом, но просуществовала почти до 90-х годов. В этом видео мы расскажем о всех секретах таинственной железнодорожной ветки СВАУ. Ну что, готовы? Тогда вперед! С Бескудниковской веткой, а именно с ее развалиной в нулевых годах, связано мое детство. Поэтому я решил пройтись еще раз по тем местам, где когда-то шла железная дорога, а свой путь начинаю от станции Лосино-Островская. Именно отсюда начиналась свой путь электричка типа Р2 523 с 1940 по 1987 года. И уже через 15 минут поезд прибывал на станцию Бескудникова. Сейчас мы двигаемся в сторону бывшей станции Дзержинская. Железная дорога шла практически вплотную к жилым домам, и это не считалось чем-то странным. По пути к станции Дзержинская нам встречались невероятные пейзажи того времени: старые кирпичные пятиэтажки, детские площадки и закрытые встроенные магазинчики. После пересечения улицы Летчика Бабушкина я наткнулся на остатки регулируемого пешеходного перехода через железнодорожные пути и опору для подвесной электросети. Это первая наша находка за сегодня. Примерно до 2015 года на проезжей части этого переезда частично еще просматривалась железная дорога. Продолжаем дальше наш путь по останкам старой ветки вдоль железнодорожной насыпи, периодически встречая на пути остатки железнодорожных столбов. Дальше через гаражные кооперативы мы наконец-то попадаем на Енисейскую улицу. На пересечении с этой улицы и находилась первая остановка – платформа Дзержинская, которая в 1987 году после разбора железной дороги была благополучно снесена и были воздвигнуты новые жилые дома. Во дворах жители до сих пор находили напоминания о когда-то здесь проходившей железной дороге: рельсы, шпалы, крепления и прочие останки. И по сей день тут слабо прослеживается железнодорожная насыпь во дворе по адресу Берингов проезд, дом 3. Далее железная дорога устремлялась к станции метро Свиблово. Помнится, в нулевые года при выходе с северного вестибюля можно было увидеть торчащие между тротуарными плитками сточенные рельсы, которые упирались в рынок. Но в 2010 году рынок был снесен, рельсы выдернуты и возведен в современный торговый центр Свиблово. Продолжаем дальше наш путь до следующей станции Институт пути, около которой располагался стратегически важный научно-исследовательский институт транспортного строительства ЦНИИС. На протяжении от торгового центра Свиблово и до парка на Яузе когда-то располагались бесконечные лаборатории и испытательные комплексы научной лаборатории, которая занималась строительством, проектированием и реконструкцией железных дорог и метрополитена. ЦНИИС существует и до сих пор, но не в том составе, что был раньше. Поэтому, минуя торговый центр Свиблово, мы тут же натыкаемся на главное здание научно-исследовательского института, построенное в 1979 году. Проходя вдоль испытательных корпусов, я обнаружил достаточно хорошо сохранившиеся опоры подвесной железнодорожной контактной сети.
Сразу после главного корпуса от Бескудниковской линии шло ответвление, которое называлось Ватутинской веткой. Это ответвление обеспечивало грузоперевозками промзоны в Ватутинском районе, а также завод «Стройдеталь» в Свиблово и проходило через 61-й научно-исследовательский институт железнодорожных войск. Впоследствии, в 1978 году, после постройки метродепо, Ватутинская ветка присоединилась к ней, но через какое-то время была разобрана. На территории депо до сих пор осталась часть Ватутинской ветки. Продолжаем дальше наше движение от главного корпуса ЦНИСа в сторону бывшей станции Института пути, мимо старых гаражных комплексов и новостроек. Проходя мимо гаражей, создается атмосфера тех времен, и кажется, что будто недавно тут была железная дорога. Пройдя еще немного, мы выходим на пересечение Ивовой улицы и Игарского проезда. Примерно в этом месте когда-то была станция Института пути. Пересекаем ее и оказываемся напротив старого главного корпуса ЦНИИСа, построенного аж в 1934 году. На данный момент строение не используется по назначению, а все прилегающие к ней лаборатории сдавались в аренду, а затем по большей части были снесены в 2020 году под застройку пиковскими домами. После станции Институт пути продолжаем двигаться в сторону станции Отрадная. В советское время тут уже начинались сплошные секретные лаборатории ЦНИИСа, которые чем только не занимались, начиная от испытаний оборудования для метростроя и заканчивая выращиванием новых типов растительных культур. Сразу за старым зданием ЦНИИСа начинался полигон испытания проходческого оборудования для метростроя, которая была основана в начале 30-х годов, а затем безжалостно взорвана в конце 80-х годов. Первый раз эти места я посещал еще в 2001 году, когда на месте бывшего подземного полигона были котлованы, в которых находились огромные тоннели, уходящие куда-то далеко. Это место было излюблено среди диггеров в 90-х годах. Спускаясь в подземный испытательный комплекс, можно было увидеть старый проходческий щит, тонны различных пород, на которых и проводились испытания. Но в 2006 году при строительстве дома большая часть подземной лаборатории была уничтожена, а все обломки свалены на краю территории полигона на берегу Яузы, включая и скальные породы. В 2012 году испытательный полигон метрострой выделил как груда обломков с небольшими провалами и засыпанными проходами. В 2016 году обломки были полностью вывезены, входы засыпаны, и о подземной лаборатории напоминает лишь холм, в котором до сих пор кроется старый проходческий щит. А прямо над ним играет детвора, и даже не знает, что прямо под ними находится заваленная секретная лаборатория. Рядом с полигоном до сих пор находится спортивный стадион ЦНИИС. Позже он назывался стадион РГСУ, а ныне стадион Свиблово. Еще в нулевые годы он славился своей брутальностью.
Старые ворота, разбитые беговые дорожки и старые брутальные советские тренажеры. Сразу за стадионом находилась гидролаборатория деревни Цнис. Чем занималась точно данная лаборатория, неизвестно. Однако местные старожилы говорят, что в этой части парка, около пруда Холодок, ныне Кольский пруд, находилось огромное количество труб и насосов. По некоторым данным, лаборатория занималась разработкой способов добычи торфа. Для этих целей был специально углублен и очищен пруд Холодок. Также, по некоторым данным, лаборатория занималась выращиванием новых культур растений. Лаборатория для своих целей построила плотину на реке Яуза для поднятия уровня воды, которая потом превратилась в мост. Помнится, по этому мосту в мое детство можно было перейти только в одну сторону, так как на другой стороне моста не было ступенек и приходилось прыгать с 2-метровой высоты. Забраться обратно было достаточно трудно. Ходили слухи, что после деятельности гидролаборатории земля в этих местах была плодородной. До середины нулевых можно было встретить теплицы и огороды местных жителей. Чем же там занималась гидролаборатория Цниса, неизвестно, и документальных подтверждений рода деятельности найдено не было, так как в середине 60-х годов деятельность самой лаборатории была свернута. До обустройства парка местами еще можно было найти старые линии электропередач и фундаменты сооружений. При моем визите к пруду до сих пор еще остался спуск в воду, ведущий от фундаментов построек гидролаборатории. Самих построек не было уже в начале 90-х, а оставшиеся и по сей день 2 фундамента от лаборатории занесло землей и мусором. Местами еще можно встретить забетонированные колодцы бывшей лаборатории. Возвращаемся от пруда Холодок обратно на Бескудниковскую линию и попадаем на бывший железнодорожный мост, в народе именуемый Перевертыш. К мосту идет довольно высокая насыпь. С этим мостом связано множество легенд и историй. Возвели его одновременно с самой Бескудниковской веткой в 1900 году. В те времена тут ходили паровозы. Затем какое-то время на линии курсировали более современные тепловозы, а в 1940 году линию электрифицировали и пустили электрички типа Р-2. Ходит легенда, что во времена еще царской России на мосту произошло несчастье, и с тех пор мост считается проклятым. Этот участок пути с тех пор поезда проходили на минимальной скорости, а после закрытия ветки на мосту в дождливый и туманный вечер появлялся приближающийся черный паровоз. Настил моста был деревянным и в 90-е годы уже местами был гнилой. Из-за этого тут нередко проваливались люди. Но к 2005 году мост уже был приведен в нынешний вид и превращен в пешеходный. Мост
Перевертыш был не раз точкой для разборок двух районов – Отрадное и Свиблово с 1989 года и по конец 90-х годов, так как лежит на стыке двух районов. Обстановка между двумя районами накалилась настолько, что в середине 90-х годов на мосту образовалась массовая потасовка между районами с применением огнестрельного оружия. В ход шло все то, что плохо лежит. Участие в массовой разборке принимали все соседние районы – Медведково, Свиблово, Бабушкинское, а на противоположной стороне – Отрадное, Биберево и Алтуфьево. В драке были даже подростки и дети в возрасте 9 лет. Очень много людей в ту ночь попадало в реку, а на утро потасовка была полностью разогнана полицией. А сейчас это довольно уютное место в парке. Местные жители рассказывают, что гуляя осенним вечером по парку, можно услышать эхо от старых электропоездов со стороны моста. На этом первая часть великой истории Бескудниковской ветки подходит к концу. Если тебе понравилось это видео, то не забудь поставить лайк, а если ждешь продолжения, то обязательно подпишись и поставь колокольчик.